Мэри Уильямс выглянула из своей маленькой спальни, осторожно приоткрыв дверь, словно боялась, что резкий скрип выдаст ее присутствие. В прихожей стоял ее сын, Алекс. Он, опершись одной рукой о стену, другой торопливо натягивал кроссовки, поглядывая на часы. В его движениях было то нервное нетерпение, которое Мэри за последние месяцы научилась узнавать. Оно означало, что он уже мыслями не здесь, а ее слова будут для него помехой. «Алекс», — тихо, почти виновато попросила она, — «купи, пожалуйста, что-нибудь сладкое. Так хочется, хоть бы мягкий маффин». Сын бросил на нее быстрый, усталый взгляд. «Мам, ну вечно у тебя какие-то прихоти», — отмахнулся он. «На кухонном столе булочки с джемом. Маргарет вчера пекла. Они черствые, сынок. Я такие не могу жевать», — произнесла Мэри еще тише, будто извиняясь за свою слабость. «Намажь хлеб джемом», — раздраженно бросил он и уже громко крикнул в сторону гостиной. «Маргарет, иди покорми маму». Из комнаты, медленно покачивая бедрами, вышла высокая полная женщина лет 40. Взгляд, скользнувший по свекрови, был быстрым, оценивающим, и тут же губы Маргарет сложились в кривую усмешку. «Твоя мать, твоя забота», — произнесла она холодно, с легким оттенком торжества в голосе. «Моя, слава богу, сама о себе заботится и не ноет каждый день. В холодильнике есть суп. Пусть берет и разогревает сама. Ей сладкого хочется», — сказал Алекс, но без особого участия. «Тогда пусть ест булочки». «Да ими хоть асфальт долби», — фыркнул он. «Как она их будет есть? Они же твердые». Маргарет громко расхохоталась. «Найми ей личного повара, раз уж она у нас тут принцесса такая. У меня своих дел полно. И вообще, я не просила тебя сюда ее привозить». Мэри, все это время стоявшая в 2 шагах, чувствовала, как в горле поднимается ком. Она боялась сказать хоть слово, знала, любое ее вмешательство только разожжет ссору. Но ведь именно Алекс когда-то так убедительно звал ее в этот дом. В памяти сразу всплыл тот день. 4 месяца назад он приехал в их маленький дом в крошечном поселке. Алекс вошел, словно торопился, даже не снял куртку и сказал: «Мам, тебе почти 80, хватит жить одной. У нас будет комната для тебя, рядом госпиталь, магазины, все удобство». «Но здесь могилы родителей и твоего отца», — тихо сказала она, глядя в пол. «Кто за ними будет ухаживать?» «Я буду приезжать», — уверял он. «А дом мы продадим. За него дадут хорошую цену. Мне сейчас чуть-чуть не хватает на одно прибыльное дело». Он говорил быстро, уверенно, тоном человека, которому невозможно возразить. Она пыталась сопротивляться, но он снова и снова повторял, что это для ее же блага. И в конце концов она сдалась. Продали дом. Деньги ушли так быстро, словно их и не было. А потом Алекс стал забирать и ее пенсию. «А тебе зачем деньги?» — насмешливо говорил он. «Ты же живешь на всем готовом». В новом доме она оказалась чужой. Подростки-внуки сторонились, Маргарет кривилась, если Мэри задерживалась на кухне дольше минуты. Даже просьба о маффине казалась здесь чем-то недопустимым. А потом он сказал о доме престарелых. «Как ты мог?» — тихо спросила она, глядя на него с болью, от которой в груди что-то ломалось. «Мы с отцом никогда не избавлялись от тебя. Помнишь, как вы с Маргарет без жилья остались, и мы вас приютили? 3 года жили у нас, и все, что мы накопили, мы вам отдали». Он не ответил, только молча складывал ее вещи в сумку. Маргарет в это время стояла у двери, нетерпеливо постукивая каблуком и говоря: «Поторопись, нас ждут». Дом престарелых был светлым и чистым, но чужим. Комната с аккуратно заправленной кроватью, шкаф с пустыми полками, тумбочка, на которой не стояло ничего личного. За окном
Ухоженный сад, по которому медленно гуляли другие постояльцы, некоторые с палочками, другие в инвалидных креслах. Первую неделю Мэри почти не выходила. Она сидела у окна, глядя, как ветер шевелит листья, и вспоминала шум своего сада, аромат яблонь, тихие вечера с мужем, когда они сидели рядом и пили чай с медом. На 8-й день дверь тихо приоткрылась, и вошел парень лет 25. «Миссис Уильямс, почему вы не идете обедать?» — спросил он мягко. «Я могу принести сюда?» «Не нужно, спасибо», — ответила она, не оборачиваясь. Но он не ушел. «Я за вами с первого дня наблюдаю. Так нельзя. Я вырос в приюте. Родителей не помню, но я нашел способ жить с пользой. У вас ведь была хорошая жизнь, правда?» Она впервые за долгое время улыбнулась, пусть и едва заметно. «Да, мой муж тоже вырос в приюте, но был добрым и честным человеком. Его звали Джон. Он начал навещать ее почти каждый день. Иногда приносил мягкие кексы, иногда шоколад, а иногда просто сидел рядом и слушал. Она рассказывала ему о том, как в молодости каталась на велосипеде по проселочным дорогам, как муж подарил ей в первый год брака грушевое дерево, и как они вдвоем красили забор перед домом. Прошло несколько лет. Джон женился на Кларе, дочери повара дома престарелых. На свадьбе Мэри была почетной гостьей, а дети Джона с гордостью называли ее «бабушкой». И вот однажды Алекс появился снова. Поздравить с днем рождения, но на неделю позже. С собой он привез записку с номером телефона из Израиля. Там сообщили, что умер двоюродный брат ее мужа, и Мэри стала наследницей его состояния. Часть денег она пожертвовала дому престарелых и приюту, где вырос Джон. Остальное оставила себе. Алекс с семьей вдруг начали звонить, спрашивать о здоровье, но Мэри прекрасно понимала, что за этим стоит. Когда ее не стало, в доме нотариуса собрались все. Алекс пришел уверенный, что получит все, но завещание оказалось другим. Квартиру — внучке, часть денег — внуку, остальное — Джону. Алексу вручили отдельный конверт. Внутри лежала одна купюра и записка. «Купи себе совесть, хотя бы немного». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.